Ты слушаешь Радио Мария. «4 февраля. Прямой эфир главных новостей Израиля на Радио Мария. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем выпуск сообщения, которое мы получили от наших слушателей. Люди написали, цитирую: «Возмутительное видео. Левый пришел в больницу Шиба и сказал солдатам с ампутациями, что они вызывают раскол в стране». После этого текста нам прислали и видео. В это было сложно поверить, но, к сожалению, это горькая правда. В больнице Шиба вспыхнул скандал. Неизвестный мужчина обвинил солдат, многие из которых были без ног, что они виноваты и раскалывают страну. Далее 1 минута видео без комментариев. Давайте посмотрим вместе и будем верить в то, что это просто единичный случай, и такого больше никогда не повторится. ואני כאן שנתיים בשביל להחזיק במדינה הזאת. ואם אתה וחתיכת בן אדם שופט תבוא ותעשה פילוג בעם, מי אתה בכלל שתעיר לו על פילוג שאתה עושה פילוג? יא חתיכת בן אדם ביזיון! סמרטוט מניאק! מה אתה מתכוון? בגלל אנשים כמוך המדינה שלנו נראית כמו אוי ואבוי, שלא ייפול. וואי, מסתכל. וואי, מסכן. וואי. נעוף גם המדינה הזאת! נעוף מהמדינה הזאת! יש אנשים שמאלנים. Еще раз напомню, что нам написали слушатели о том, что левый активист пришел в больницу Шиба и сказал солдатам с ампутациями, что они вызывают раскол в стране. Солдаты были возмущены, один из них даже попытался догнать мужчину, но военного остановили. Главные новости Израиля. Далее к другим событиям. Около 1000 протестующих, призывающих правительство обеспечить скорейшее освобождение заложников, которые удерживаются Хамасом в секторе Газа, в субботу 3 февраля устроили марш по Иерусалиму от резиденции президента Израиля до Парижской площади. Участники марша требовали заключить сделку с Хамас по освобождению заложников. Протестующие несли плакаты, напоминающие правительству и его министрам об их ответственности перед заложниками. У многих даже были таблички с призывом отставки правительства. Протесты 3 февраля проходили и в Тель-Авиве. Протестующие перекрывали движение на шоссе Айалон. На дороге поставили свечи и выложили надпись на английском «Help» – «Помогите». Ближе к 10 часам вечера 3 февраля появился комментарий и от полиции Израиля. Правоохранители заявили, что на улице Каплан в Тель-Авиве демонстрация была незаконной, цитирую: «Для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка на месте было несколько отрядов правоохранителей. Демонстранты, которые не являются членами семей погибших или похищенных, решили пройти маршем до улицы Каплан и начали нарушать порядок, перекрывая полосы движения», прокомментировали в полиции Израиля. Главные новости Израиля.
Израиль ожидает в ближайшие дни ответ от Хамас о том, готова ли группировка начать переговоры по соглашению о заложниках. До сих пор переговоры шли на более общих принципах и не касались количества израильских заложников и палестинских заключенных, которые могут быть освобождены. Напомню, что на прошлой неделе поступали сообщения о том, что стороны обсуждали освобождение сотен, если не тысячи палестинских заключенных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда заявил, что освобождение заложников не может быть любой ценой или же ценой государства. Это была цитата. Израильские ВВС сбросили с воздуха газету для жителей центральной части сектора Газа. Газета призывает жителей Газы проснуться и говорит, что Хамас, цитирую, лишает их жизни. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания «Кан». Издание для жителей Газы включает статьи о санкциях ЕС в отношении лидера Хамас Яхьи Синвара, увеличении гуманитарной помощи и опровержении утверждений представителей террористической группировки. Цитирую: «Они тратили народные деньги на туннели и оружие», – пишет газета. «Они разрушили все хорошее, бросили ваши семьи на улицах, прячутся в туннелях. Вы молчите? Все это лишь капля в море. Ваше будущее в ваших руках», – написано в газете. Напомню, что у многих жителей Газы нет доступа к информации, и такие газеты, которые разбрасывает Цаль с воздуха, могут помочь им узнать правду. Хотя многие знают правду, но продолжают поддерживать Хамас. Главные новости Израиля. Армия обороны Израиля заявила, что в субботу 3 февраля открывала огонь по нескольким позициям Хизбаллы на юге Ливана в ответ на продолжающееся нападение на север страны. В южной ливанской деревне Ярун были поражены командный центр Хизбаллы, где были собраны боевики, и близлежащая ракетная площадка, которая использовалась во время недавней атаки. Напомню, что в субботу 3 февраля Хизбалла выпускала ракеты по территории Израиля. Ракеты приземлились на открытой местности, потерпевших не было. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что потенциальная пауза в войне между Израилем и Хамасом в секторе Газа не будет распространяться на продолжающиеся военные действия с ливанской группировкой Хизбалла. Цитирую: «Если Хизбалла думает, что когда наступит пауза в боях на юге Газы мы не будем открывать по ней огонь, то она ошибается», заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Главные новости Израиля. Бывший представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус в интервью CNN заявил, что солдатам армии обороны Израиля приходится проверять даже захоронения в Газе, чтобы подтвердить, что там не были похоронены тела заложников. Цитирую: «Они ищут тела израильских заложников на кладбищах. Они открывали места, где есть свежие могилы, чтобы искать тела израильских заложников», говорит Джонатан Конрикус в интервью CNN. В Газе по-прежнему находятся 136 заложников. Некоторые из них, вероятно, даже, возможно, половины уже нет. И задача Цаля – найти заложников. Даже в больнице Шифа в Газе израильским солдатам приходилось идти в морг и искать тела израильтян. Это то, что необходимо, когда имеешь дело с таким врагом, как Хамас, сказал представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус в интервью CNN. Группа пропалестинских протестующих устроила лагерь возле дома госсекретаря США Энтони Блинкена. Люди протестуют против продолжающейся поддержки администрации Байдена Израиля в войне с Хамас. Активисты говорят, что ночуют в палатках и не боятся холода. Норвежский политик Асмунд Аукруст сообщил, что он номинировал агентство ООН по делам палестинских беженцев на Нобелевскую премию мира за его долгосрочную работу по оказанию жизненно важной поддержки Палестине и региону в целом. Цитирую: «Эта работа имела решающее значение на протяжении более 70 лет.
а в последние 3 месяца она стала еще более важной, сказал политик, который является заместителем председателя комитета по иностранным делам норвежского парламента. Я же напомню, что многие страны – США, Германия, Великобритания, Швеция – приостановили финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев из-за обвинений в том, что 12 сотрудников агентства ООН были причастны к нападению на Израиль 7 октября. Теперь же эти «герои» в кавычках агентства ООН номинированы на Нобелевскую премию мира. Главные новости Израиля. Продолжаем главные новости Израиля на Радио Нария. Нам нужна ваша поддержка. Поддержать Радио Нария очень просто. Подпишитесь на этот канал, поставьте лайк этому видео, а также напишите свой комментарий. Не забудьте поделиться видео. Ваши подписки, лайки и комментарии помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Также не забывайте под видео нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий прямой эфир. А мы продолжаем. Палата представителей Конгресса США собирается на этой неделе проголосовать за помощь Израилю на 17 миллиардов долларов. Как заявил спикер Майк Джонсон, вопрос планируется рассмотреть отдельно от Украины. Цитирую: «Этот законопроект обеспечит Израилю инструменты, необходимые для завершения миссии, и пошлет сильный сигнал другим странам о том, что США однозначно поддерживает Израиль», сказал Джонсон, которого цитирует Fox News. 42-летнего Анан Хабиша лишили жизни в северном округе страны у входа в принадлежащий ему ресторан. Полиция объявила о начале расследования. Медик Маген Давид Адом рассказал, цитирую: «42-летний мужчина был без признаков жизни. К сожалению, спасти его не удалось. Инцидент расследуется». Главные новости Израиля. Дорогие слушатели Радио Нария, на наш канал совершается атака недоброжелателей. По нашим данным, жалобы приходят с территории Израиля. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь на наш резервный YouTube-канал. В случае, если мы не сможем выйти в эфир по графику на этом канале или же на него будут наложены ограничения, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Ссылка на резервный YouTube-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Подпишитесь прямо сейчас. Спасибо, что вы с нами. Несмотря на тяжелые бои в секторе Газа, солдаты армии обороны Израиля никогда не падают духом. Поддерживают друг друга, поют песни и отмечают шаббат. Как это было в прошлую субботу, давайте посмотрим. כלל התחנות מסיירת נחל, מאחלים לכם שבת שלום לכל עם ישראל, אוהבים אתכם ושומרים עליכם מרחוק. Главные новости Израиля. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.